Всем доброй ночи. Хотя устала, если честно, но все же решила подарить вам еще одну работу перед тем, как пойду отдохну немного. Вот так лучше. Друзья мои, я вам рассказывала о том и говорю еще раз, что красть чужую удачу – это нехорошо. И делать крадники людям тоже нехорошо. Во-первых, кроме того, что заберете денежную удачу, что не факт, вы можете забрать и их проблемы, их трудности, их болезни. Это учтите. Даже сильные ведьмы не делают крадники, потому что понимают, что то, что не твое, то, что искусственно прилеплено к тебе, оно, собственно говоря, ненадолго и быстро уходит. Но если собирать удачу со всего мира, точно так же, как, например, мы отчитываем себя, снимаем с себя что-либо, оставляем на перекрестке, оставляем на улице, оставляем возле дерева. Это не означает, что мы отдаем кому-либо свои проблемы. Это означает, что мы отдаем всему миру. Вот возвращаем в мир людей. Кто-то чихнет, у кого-то там легкое головокружение случится, у кого-то какая-то дурная мысль пролетит в голове. Собственно, каждый возьмет малое количество нашей беды, и по всему миру оно рассеется и уйдет. Понимаете, смысл в чем? Что никому оно не принесет вреда, но эта зловещая черная энергия рассыпется, то есть разделится между людьми, между человечеством и уйдет. И закончится это бедствие. Точно так же, когда мы начитываем денежный крадник или собираем денежную удачу, оно действует точно так же. То есть это не приносит никому каких-то страшных несчастий и бедствий. И чаще всего нужно делать не на человека, то есть читать не человеку, не у человека это забирать, а у корпораций, у больших магазинов, у ресторанов, у банков. То есть у тех организаций, в которых нет одного лица, там множество людей. И вы забираете не у людей, а у эгрегора, у силы этой организации, этой корпорации. Ну вот, предположим, вы идете там в Магнит-магазин или Перекресток, или как-то по-другому. Это огромный магазин. Вас что, никогда там не обманывали? Сколько раз мы покупаем фрукты, например, упакованные, да, там удобно. Это тоже маркетинговый ход. Вот удобно, там яблоки, 4 яблоки покупаешь, оплачиваешь, оно уже цена как бы фиксированная. Для удобства. Взяли, забрали. Открываешь, а там 2 яблока гнилых. Просто их перевернули так, чтобы ты не видел. Не кража ли это? Да. Если ты за эти яблоки отдала там 500-600 рублей, бывают и дорогие яблоки, да, за 4 яблоки, например. А 2 яблоки из них непригодные. А как они перебивают, скажем, срок годности? Ты покупаешь, оказывается, там на 2-3 месяца этот срок уже пройден. Не обсчитывает ли нас, не обманывает ли в весе? Конечно, да. Миллиарды рублей, если не долларов в день, вот обман идет по всем этим корпорациям. Как действуют у нас, предположим, банки? Постоянные комиссии, постоянные завышения этих комиссий, да, постоянные, пусть там 10 рублей, 15 рублей, 30 рублей. Мы вроде не замечаем, но если с каждого человека вот столько взять, да, по России даже, это миллиарды долларов. То есть они обманывают, да, и тот крадник, который ты им ставишь, они даже не ощущают и не чувствуют на себе. Для них это даже не капля в море, это песчинка в океане. Но, по сути, они откупаются, они отдают из той прибыли, которую украли, тебе. И они откупаются тем самым. То есть это их откуп.
Вот если бы они были кристально чистые, поверьте мне, что эти крадники и собирание удачи с них, и денежные силы, оно бы не сработало вообще, потому что они, то есть просто безгрешные святые компании, никого не обманывали, ничего не делали плохого, и с них ничего не заберут, потому что они ни за что не должны платить. Но поскольку с них забирается, это означает, что они тоже откупаются за то, что действуют бесчестно. Они действуют бесчестно, и это коммерческий ход, и испокон веков купечество и купцы всегда, знаете, это выражение, не обманешь, не продашь. Они так действуют. И с них это забирается. Издревле начитывали на купцов, на ростовщиков, на торговцев там золотом и прочее. И забирали какую-то часть их денег. Ну вот, например, вот такие заговоры могут вам дать крупную сумму из ниоткуда. Или вам должны где-то, вам вернут. Иногда бывает, что человек находит где-то вот такую сумму, вот внезапно просто находит эти деньги. Приносят, дарят. Ну, одним словом, они приходят из разных источников. Но что значит для, предположим, огромного ресторана те 100 тысяч рублей, которые вам из ниоткуда придут? Мир состоит из энергии. Вот здесь убывает, там прибывает. Здесь у них заберете эту денежную удачу, да, небольшую, одну каплю. В другом месте это прибавится, вам придет. И я хочу вам сказать, что есть люди, у которых вот такие денежные крадники, собирание удачи срабатывает лучше, чем если они просят, чем если они проводят денежные ритуалы и работу. Понимаете, вот у них вот получается именно вот эта темная сторона денежной удачи. Украсть, то есть украсть в духовном смысле, начитать, забрать, да, сделать крадник. У них сразу же идут деньги. Они другими путями не могут получить. И в конце концов, если силы дают человеку только такую возможность получить деньги, начитывая крадник, ну, значит, они разрешают этому человеку именно из такого источника получить свой хлеб насущный. Понимаете? Если во Вселенной что-то происходит, на то воля богов. Просто так ничего не происходит, потому что мы так хотим или по нашему капризу. Дают человеку возможность, чтобы его крадники сработали. Значит, это с их разрешения происходит. Точно так же, как и позволяют тем же проклятиям, скажем, родовым, да, губить род. Значит, силы посчитали, что этот род виноват и должен получить. И они позволяют этому проклятию прикрепиться к этому роду и практически уничтожать этот род, пока не придет человек или они не найдут человека, который это снимет. Но раз оно прикрепилось, раз это получилось у кого-то, или прокляли этот род, или начитали, или сделали, или саму Вселенная наказывает, значит, она считает нужным, что так надо. Значит, это справедливое наказание. Точно так же, если наказывает тем, что позволяет забрать удачу, какую-то каплю удачи денежной у какой-то большой корпорации, значит, считает нужным их так наказывать. Итак, вот смотрите, когда можно читать этот заговор. Просто вот с телефона. Вот пошли в кафе, сидите там в большом... Но вы должны понять, что вы должны приходить в богатое место. Не просто там, знаете, 2 стула стоят, и вот там денежная удача. Там, может, денежной удачи вообще нету никакой, если они не смогли расшириться за столько лет. Ну, лето вот приходит. Не скоро, конечно, но в любом случае. Не за горами. Вышли, сели в кафе. Взяли кофе, пьете кофе, сидите себе и в полголоса себе шепчете. Никто даже не понимает, что вы там делаете. Может, вы там что-то читаете для себя. Глядя напротив, например, банк находится и кафе напротив банка. Или напротив, например, огромный торговый центр. Или вы в том же торговом центре сели и пьете кофе, и смотрите на эти все
магазины в торговом центре. То есть вы сидите посреди этого торгового центра, глядя по сторонам, потихоньку начитываете этот крадник. 3 раза. Начитайте, к вам придут деньги. Когда придут деньги, откупитесь. Что-нибудь кому-нибудь сделайте. Какую-то часть куда-то отдайте. Ну, я даже не знаю, что, например, можно сделать. Ну, оставьте кому-нибудь там, оставьте на лавочке, скажем, 200 рублей. Вот кто найдет, тот пусть заберет себе, и вы откупились этим. Купите там бедной семье кушать на 1000 рублей или что-нибудь, ребенку игрушку какую-нибудь подарите. То есть вы должны откупиться, имейте в виду. Купите корм, накормите кошек, собак, которые в округе там есть у вас. Какую-то часть этих денег, которые вам на халяву пришли, вы должны отдать. Не обязательно большую часть, но какую-то часть. Получили 100 тысяч, значит, 100 рублей потратьте оттуда. Получили 1 000 000, вернули вам долг, значит, потратьте 5000 оттуда. Надеюсь, поняли, о чем я говорю. Не считается откупом, если вы купили домой. Мне одна женщина очень умная написала, что сначала она сказала, можно ли фальшивыми деньгами откупаться, то есть вот этими игральными, да, и я говорю, ну, если вы фальшивыми деньгами откупаетесь, то фальшивая удача к вам и придет. Гениально. Другая женщина вообще далеко пошла, сказала, что она оставляет откуп, там вот, как я говорю, монеты оставляет под деревом, на следующий день идет обратно берет. Я говорю, послушайте меня, это не для красоты делается, это вы отдаете от себя. Вот вы работаете, тратите энергию, зарабатываете деньги. Из этих денег вы оставляете откуп. То есть вы энергии за энергию платите, да, энергии духов, а у вас энергия денег. Как можно обратно пойти забрать? Ну, я же оставила уже, как бы ритуал уже свершился. Я говорю, ну, вы играете просто с огнем. В один момент они вас за это так накажут, что обалдеете. Другая женщина сказала, что она всегда откупается, когда у нее какой-то ритуал получается, она фрукты, овощи покупает домой детям. Так это не откуп, это просто вы... Знаете, как там муж жене дарит на 8 марта? Я тебе такую хорошую сковородку хочу подарить. Это не подарок. Это в дом идет, понимаете? Подарок отдать, это лично человеку отдать, чтобы он использовал так, как считает нужным, для себя. И не родному человеку. То, что вы делаете, это не откуп, это ваша обязанность. Нести в дом, кушать, пить и так далее. Вы духов не обманете, вы, не принимаете силы за идиотов, понимаете, что вот, я ж, какая разница, я же потратила. Ваша скупость очень дорого потом аукнется в какой-то момент, когда вам нужна будет очень сильно помощь. Вот вы привыкли, что они вам помогают и помогают. И в какой-то момент будет нужна такая вот прям сильная помощь, и они вам не помогут. Не помогут, потому что вы себя ведете недостойно. Не делайте такие вещи. Не делайте, не смешите Вселенную и себя тоже. И не говорите, что вы такие наивные, не понимаете, что это неправильно. Все вы понимаете. Просто, есть мелочные души. Вы же смотрите иногда там программы, где за такси вот там 20 рублей, это целый концерт там устраивают. Просто вся в золоте, в бриллиантах, с прической за 20 рублей. Не будьте маромойными душами. Если вы хотите жить дорого да богато, будьте для начала дорого да богаты внутри, душевно. Будьте богаче духовно, тогда вам будут давать эту жизнь. А мелочный человек, ничтожно мелочный, даже если он создаст большую корпорацию, много денег заработает, у него настолько это все уйдет быстро, поскольку он, он совершенно не хочет ничем делиться с окружающим и с миром. Даже мизерным там. Никто же не говорит, что вы должны там миллионы рублей откупаться и на 100 тысяч или машины и квартиры дарить кому-то. Нет. По крайней мере, вот такие вещи, мне кажется, это не надо быть гением, чтобы понимать, что принести фрукты, овощи домой своим детям, это не значит откупаться от духов. Это вы ничего не потеряли. Вы себе просто принесли, то есть, это вообще непонятное мне дело. Взрослые люди, когда такое говорят, у меня волосы дыбом, конечно. И хочу вам сказать, что
То есть повторить, что в мире есть огромное количество книг по магии, огромное количество работ, огромное количество ритуалов, обрядов и заговоров, но мои заговоры и ритуалы получаются, они работают. Вот в этом и есть отличие. Я могу взять любой заговор откуда угодно, сделать, и у меня сработает, потому что у меня своя сила есть. Но обычный человек сделает, ни черта не поможет, если не сделает хуже. Отличие от всего этого в том, что мои заговоры, ритуалы, они просто работают. Они получаются. Понимаете, вот чем люди, вот как бы сказать, чем людей привлекает и мой канал, и мои работы, почему столько людей узнали и сидят, и пользуются моими работами. Элементарный, просто элементарный секрет. Они работают. Вот и все. Они не просто красивые, там, оформлены, сделаны. Они просто работают. И откуп ведь предполагает всегда после того, как у вас получилось. В редких случаях, что заранее что-то надо отнести, оставить, чтобы потом вот, ну, так надо, в каких-то... В основном откуп, когда откупается человек, когда у него получилось. То есть, если у вас получилось, понимаете, совершенно бесплатно, вы взяли эту работу и решили очень важную для себя проблему, неужели вы не понимаете, что 10, 15 рублей, 30 рублей не должно быть жалко? Я вам говорю, вот такие случаи, что просто, ну, сидишь и думаешь, ну как эти люди потом удивляются, что просто силы не хотят отворачиваться от них. Да я бы вместо сил вообще бы отвернулась. Когда человек покупает квартиру и говорит, вы знаете, я вот 15 лет не могла купить квартиру, и вдруг там отец, который вообще не хотел ее знать, перед смертью берет, отдает ему там свой дом, она этот дом продает, еще что-то добавляет, еще кто-то ей помогает, еще кто-то деньги дает. Она берет и покупает квартиру своей мечты, причем в центре города, там прям апартаменты целые. И она говорит, что, вы знаете, вот я купила квартиру, и мне силы помогли, это так удивительно, спасибо вам большое. Вот, я бы хотела вот спросить, вот я там взяла пачку, накормила кошку какую-то на улице и так далее. Я уже об этом говорила, и таких случаев просто много. Я говорю, вот сколько стоит ваша квартира? Можно узнать, если не секрет, конечно. Там стоит почти 15-20 миллионов чуть ли не, понимаете? Тебе дали за короткое время, за полгода практически собрать эту сумму. Отовсюду и везде тебе подарили, отец оставил. Там земельный участок брат отдал, сказал, продай, если тебе сможешь продай, там добавь, купи эту свою квартиру, которую ты хочешь. Тебе отовсюду помогли, ты за 15 миллионов покупаешь квартиру. И ты говоришь, я 20 рублей потратила, там вискас купила и покормила кошку. Этого достаточно? Я говорю, ну, а вы как думаете? Ну, достаточно это? Нормально? Ну, не знаю, ну я же откупилась. Все. В следующий раз ты захочешь еще что-нибудь, они тебе просто, ну, как бы, они тебя не услышат. И все. И ведь такие люди, которые 1 раз, 2 раза получили, 5 раз, 20, 50 раз, когда им перестают силы помогать, они первые же бегут облаивать и обгавкивать тебя, понимаешь? Почему? Они, ну, не осознают свою вину, не понимают в этом. Так вот, все, я это все говорю для того, чтобы вы понимали. Если вам силы дают, с кем-то делитесь, кому-то помогите, сделайте добро. Потому что вы получили, и что-то дайте взамен. Это будет справедливо и правильно. Итак, начнем. Я уже объяснила, что это, как это делается, для чего, каким образом читается. Вот смотрите на банк, читаете, смотрите, читаете. Спокойно себе пьете кофе и начитываете 3 раза. Деньга всякая, золотая да серебряная, деньга местная, деньга заморская. Ты в мой карман сыпься, ты в мой кошель дорогу знай. Не этим хозяевам, купцам да баринам, а в мою хату приди. Ой, неправильно сказала.
Не к этим хозяевам, купцам да баринам, а в мою хату приди. Меня повсюду найди. Деньги, денежки от барина и купца отлепитесь, и ко мне, ваше имя, прилепитесь. В моем кошельке и в моих сундуках соберитесь. Приди деньга первая, а за ней и вторая, а за ними все другие деньги, злато и серебро, шубы и дары, и всякое добро. И все в мой кошель, и все в мои закрома, да будут услышаны мои слова. Заклято. Еще раз. Деньга всякая, золотая да серебряная, деньга местная, деньга заморская. Ты в мой карман сыпься, ты в мой кошель дорогу знай. Не к этим хозяевам, купцам да баринам, а в мою хату приди. Меня повсюду найди. Деньги, денежки от барина и купца отлепитесь, и ко мне, имя ваше, прилепитесь. В моем кошельке да в моих сундуках соберитесь. Приди деньга первая, а за ней вторая, за ними все другие деньги, злато и серебро, шубы и дары, и всякое добро. И все в мой кошель, и в мои закрома, да будут услышаны мои слова. Заклято. Деньга всякая, золотая да серебряная, деньга местная, деньга заморская, ты в мой карман сыпься, ты в мой кошель дорогу знай. Не к этим хозяевам, купцам да баринам, а в мою хату приди. Меня повсюду найди. Деньги, денежки от барина и купца отлепитесь, и ко мне, имя ваше, прилепитесь. В моем кошельке да в моих сундуках соберитесь. Приди деньга первая, за ней и вторая, а за ними все другие деньги, злато и серебро, шубы и дары, и всякое добро. И все в мой кошель, и в мои закрома, да будут услышаны мои слова. Заклято. Итак, друзья мои, проведите. Результат, конечно, не заставит себя ждать. Но и вы не забудьте откупиться и благодарить силы. Всем удачи!